Добрый день, уважаемые зрители, друзья и все, кто еще не потерял веру в справедливость в этой стране, я имею в виду в Украине. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я просто не могу промолчать и обязан взять микроскоп, лупу и острый скальпель, чтобы очень подробно, жестко и с максимальным сарказмом разобрать свежую декларацию Софии Остаповны Особы за 2025 год, которую она подала 31 марта 2026 года. Нашел я эту декларацию достаточно легко на ресурсе YouControl. Вот мы здесь сейчас все это видим. Обычный человек, когда смотрит на эту декларацию и цифры там указанные, у него, если честно, просто отвисает челюсть. Ну а когда юрист с опытом смотрит, он видит, друзья, не трагедию женщины, потерявшей мать, а действительно настоящий, хорошо отлаженный бизнес-план по извлечению максимальной выгоды из горя, из государства и из обвиняемого. Давайте, друзья, двинемся вперед, разберем все по полочкам, медленно и со вкусом, чтобы никто не мог сказать, что я что-то преувеличил или вырвал из контекста. Вот мы открыли декларацию, смотрим внимательно. Сначала давайте обратимся к разделу 11 декларации, доходы и в том числе подарки. Двигаемся. Раздел 11. Вот он. Доходы и в том числе подарки. Что мы там видим? Здесь черным по белому написано, что 1 миллион 883 тысячи 373 гривны – это наследство от гражданки Украины Фарион Ирины Дмитриевны, которая оформлена 4 апреля 2025 года. Ну вот, чтобы не быть голословным, вот оно перед вами. Написано «Спадщина». Джерело Фарион Ирина Дмитриевна, декларант Особа София Остаповна. Прошу любить и жаловать, что называется. Почти 2 миллиона гривен наличными, наследство. И на счету от собственной матери. И вот, друзья, у меня сразу возникает масса вопросов, которые я просто обязан задать публично. Откуда у скромной преподавательницы Львовской политехники, которая всю жизнь позиционировала себя как борца за украинский язык, вдруг появились почти 2 миллиона гривен, которые она оставила дочери в наследство. Она что, получала огромные гонорары за лекции? Или это были те самые народные пожертвования,
которые собирались якобы на благотворительность, а потом чудесным образом осели в ее карманах? Или, может, это результат многолетних накоплений скромной учительницы, собранные в результате непосильного труда? Знаете, я много видел наследственных дел. Но чтобы скромный педагог оставлял дочери почти 2 миллиона, это, мягко говоря, вызывает очень-очень сильное подозрение. Особенно на фоне того, что сама Ирина Фарион всегда подчеркивала свою скромность и близость к народу. Далее двинемся. Раздел 3. Декларации. Объекты недвижимости. Вот он, 3 раздел. Об'єкти нерухомості. Ну, тут житловий будинок, земельна ділянка, квартира. Вот что нас интересует. Итак, квартира. Здесь мы видим квартиру площадью 48,5 квадратных метров. Дата приобретения 19 июля 2024 года. И, друзья, снова это наследство от той же самой Ирины Фарион. То есть дочка не только получила почти 2 миллиона гривен, но и квартиру в придачу. Ага, красиво? Ничего не скажешь. А теперь давайте к этому всему посчитаем общую картину доходов Софии особо. Социальные выплаты. Социальные выплаты. Это почти, друзья, 6 миллионов гривен за 1 год. Давайте их найдем. Ну, заработная плата, вот в этом доходы, и в том числе подарунки, да? Ну, заработная плата в год у нее почти 500 тысяч гривен, но нас не это интересует. Нас интересует вот то, что чуть ниже. А ниже у нас 2 миллиона 970 тысяч гривен. Это источник дохода. Военная часть Национальной гвардии Украины. Нехило так, да? Ну, наверное, это за погибшего Василя. Скажем так, да? Идем дальше. 200 тысяч гривен. Откуда? Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. От садового, друзья. Просто. Это социальные выплаты. Между прочим, от Василя тоже социальные выплаты. Далее. Головне управління Пенсійного фонду України. Да? Это пенсия Софии особы. Она пенсионер. 594 270 гривен за год. Инше, друзья, 100 тысяч 84 гривны. Откуда? Інше. Омелюх Наталія. Прізвище невідомо. Громадянин України. Просто и со вкусом. 100 тысяч гривен. Пожалуйста, получите, распишитесь. Далее.
142 910 гривен. Ну, тут уже... нет, 100 тысяч предыдущие. Да, это, извините, банка на потребы воинов. Это банка в кармане у Софии Особы. Не где-нибудь там в виде дронов летает на нуле. Мусевич Алина, значит, подарунок в рошевой форме. 142 910 гривен. Отлично. И дальше спадщина. Ну, спадщину мы с вами уже видали, да? 1 миллион 883 373 гривны от скромной учительницы. Друзья, это еще не все. Тут есть раздел грошові активи. Да, так по социальным выплатам и по подаркам это не зарплата, друзья, это деньги из госбюджета, ну, что касается 2 миллионов, 200 тысяч, 594 тысячи, это деньги из госбюджета, из наших с вами налогов. Плюс подарки, да, которые тоже мы все видели, плюс еще 1 000 000 гривен. То есть 6 миллионов социальных выплат и плюс 1 000 000 подарков. Плюс обычная зарплата госслужащего в секретариате Львовской городской рады. Около 500 тысяч в год. И все это на фоне государственной личной охраны, которую ей, Софии Особе, назначили судом. По самым скромным оценкам экспертов, такая охрана с несколькими охранниками, транспортом, ротацией и всем необходимым оборудованием обходится госбюджету от 2 до 4 миллионов гривен в год. За наши деньги, заметьте, за деньги тех украинцев, которые сейчас на фронте, которые платят налоги и едва сводят концы с концами. Тут еще можно добавить, для вкуса, можно сказать, да, грошові активы. Что же у них там в активах? Это 10 418 долларов. Отлично. Где? В банке Радобанк. В том же Радобанке есть гривневые активы. 114 655. В Приватбанке 228 813 гривен. В Универсалбанке 109 385 гривен. В том же Универсалбанке, но на депозите уже, да, который с процентами капает, там 101 861 гривен. Нехило, да, друзья? Да, что же из этого следует? Подводим итог, мягко говоря, да, тому, что уже получила София Особа только за 1 год. Почти 6 миллионов гривен социальных выплат от государства. Плюс 1 миллион 883 373 гривны наследства от скромной преподавательницы, которая это все скопила непосильным трудом, в кавычках. Квартира в наследство, почти 1 000 000 гривен подарков от народа, круглосуточная или почти круглосуточная государственная охрана за несколько миллионов в год. Ну и там деньги в активах денежных, в банках.
После всего этого, друзья, эта же женщина спокойно приходит в Шевченковский районный суд Львова и заявляет требование о взыскании еще 15 миллионов гривен морального вреда с Вячеслава Зинченко. Человека, который находится под стражей и, мягко говоря, не похож на олигарха с многомиллионными активами. Знаете, как это называется на нормальном юридическом языке? Это называется алчность. Чистой воды, неприкрытая, циничная алчность. Это попытка коммерциализировать личное горе и превратить трагедию в источник постоянного дохода. Она, София Особа, постоянно повторяет в суде и в интервью: «Я все отдам на ЗСУ». Ну, конечно, как же иначе? Сначала выжать максимум из госбюджета, потом получить щедрое наследство от матери, собрать подарки от сочувствующих граждан, пользоваться бесплатной VIP-охраной, а потом еще и потребовать 15 миллионов на армию с подсудимого. Это уже не выглядит как желание справедливости. Это выглядит как желание ограбить последнего в этой истории обвиняемого, который и так сидит в СИЗО. Я как юрист, который видел десятки и сотни дел о компенсации морального вреда, могу сказать уверенно, сумма в 15 миллионов в таком контексте – это неадекватная компенсация. Это верхняя планка, которую пытаются взять, рассчитывая на общественный резонанс и давление на суд. Особенно когда государство уже и так очень щедро компенсировало эту семью и деньгами, и охраной, и другими благами. Друзья, я не против того, чтобы помогать семьям погибших, семьям военных и жертвам преступлений. Это нормально и гуманно, но я категорически против, когда одна конкретная семья превращает личную трагедию в настоящий конвейер по выкачиванию денег из государственного бюджета, из карманов обычных людей, и теперь еще пытается выжать последнее из обвиняемого, пока миллионы обычных украинцев считают каждую копейку. Перед походом в магазин София Особа, судя по декларации, считает, сколько еще миллионов можно снять с системы и с человека, который обвиняется в тяжком преступлении. Если вам тоже кажется, что это уже явный перебор, что алчность здесь выходит далеко за рамки приличия, ставьте лайк под этим видео. Пишите в комментариях честные слова. Алчность. Откуда 2 миллиона у скромной учительницы? Хватит уже. Делитесь этим роликом, чтобы как можно больше людей увидели реальные цифры из официальной декларации. Подписывайтесь на канал,
включайте колокольчик. Впереди еще много жестких, честных и беспристрастных разборов, где мы будем называть вещи своими именами без политкорректности и без страха. Все. С вами был Валерий Табаков. Если имеете желание, задонатьте мне реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео.